Многие говорят об алчности и жестокости клана Рокфеллеров, создании теневого правительства и непомерной жадности, не знающей границ. При этом все, что происходит внутри семьи, тщательным образом скрывается. Но сегодня я раскрою вам неизвестные факты о семье Рокфеллеров. Вы готовы узнать, что они скрывают? Тогда поехали. Начало династии. Неприглядная правда открылась мне уже тогда, когда я начал собирать информацию о династии Рокфеллеров. Оказалось, что основатель влиятельной династии, Уильям Рокфеллер, на самом деле накопил свое состояние с помощью мошенничества. В ранние годы он трудился лесорубом, но эта работа не приносила значительных доходов. Тогда Уильям придумал аферу. Он стал выдавать себя за врача, не имея никакого диплома, и начал продавать фальшивый эликсир, который якобы мог продлить жизнь. Рокфеллер обещал людям вечную молодость, и его чудодейственные травы пользовались популярностью. Хотя они не приносили никакого вреда, но и не могли дать людям обещанную бессмертную жизнь. Также ходят слухи, что в людных местах он появлялся с табличкой «Извините, я глухонемой», слушал чужие разговоры и использовал эту информацию для шантажа. За молчание он требовал деньги. Рокфеллер женился на Элайзе Дэвидсон, которая принесла в брак $500 приданого. Элайза родила в браке с Уильямом 6 детей. Из их самым удачливым стал Джон Дэвисон Рокфеллер, ставший первым долларовым миллиардером. Вскоре в их доме появилась любовница Уильяма, Нэнси, от которой у него родилось еще 2 детей. Однако и это не остановило Рокфеллера. Однажды случился скандал после того, как он принудил к близости служанку Энн Вепендербик, причем сделал это, используя пистолет. Говорили, что дело даже дошло до суда. Тем временем отец будущего магната продолжал искать возможности для зарабатывания денег, например, суживая фермерам небольшие суммы под проценты. Мне думается, что отец будущего миллиардера обладал изрядной долей авантюризма и деловой хватки, что впоследствии передалось и сыну. Детство Джона Рокфеллера. Джон Дэвисон Рокфеллер появился на свет 8 июля 1839 года в небольшом городке Ричфорд. В отличие от отца, мать была глубоко религиозна, практична и умела экономить, что старалась привить и своим детям. Джон был вторым ребенком в семье и с самого детства проявлял способности к торговле, перенимая навыки отца. В возрасте 7 лет он начал зарабатывать, помогая на соседской ферме с уборкой картофеля и выращиванием индюшек. За свою первую работу мальчик получил зарплату, а также начал вести финансовую книгу, записывая доходы и расходы. Уже в юном возрасте он проявил недюжинную смекалку, умудряясь покупать конфеты оптом и продавать их сестрам по более высокой цене. Будущий миллиардер был тихим и задумчивым ребенком. Он перенял коммерческую жилку отца, но в остальном его жизненные принципы резко отличались. Джон не стал повторять ошибки отца. В зрелом возрасте он не пил, не курил, избегал кофе, не бывал в казино, театре и на танцах. Он отличался сдержанностью, никогда не принимал поспешных решений и всегда тщательно обдумывал свои поступки. Школьные занятия не привлекали Джона, хотя учителя отмечали его выдающиеся способности к запоминанию и логическому мышлению. Уже в школе он начал заниматься ростовщичеством, одалживая деньги одноклассникам и зарабатывая на процентах. Он быстро осознал, что не хочет работать всю жизнь за зарплату, и пришел к решению, что деньги должны работать на него. После окончания школы Джон поступил в коммерческий колледж, где изучал бухгалтерию и основы коммерции. Однако вскоре он понял, что для освоения этих знаний достаточно пройти 3-месячные бухгалтерские курсы. С этим осознанием он бросил учебу, решив, что более эффективно будет развивать свои практические навыки, чем тратить годы на обучение в учебных заведениях.
Однако, став миллиардером, Рокфеллеру, как оказалось, не всегда приходилось быть благоразумным. Добродетель с душком. В сентябре 1913 года более 1000 шахтеров в Колорадо начали забастовку против компании Colorado Fuel and Iron Corporation, которая принадлежала семье Рокфеллеров и была связана со Standard Oil. Рабочие протестовали против низкой оплаты труда, опасных условий работы и напряженных отношений с руководством. Ответом компании стало выселение бастовавших рабочих и их семей из жилья, принадлежащего корпорации. Несмотря на это, рабочие не сдались и установили палатки неподалеку, продолжив протест. Попытка подавления забастовки с использованием Национальной гвардии привела к трагическим событиям. 20 апреля 1914 года 2 роты гвардейцев прибыли в палаточный городок возле города Ладлоу. После убийства одного из лидеров забастовки, который пытался договориться о перемирии, охранники начали стрелять по семьям, пытающимся покинуть место событий. В результате погибли десятки людей, среди которых были женщины и дети. Этот инцидент сильно подорвал репутацию семьи Рокфеллеров, и для ее восстановления они обратились к специалисту по связям с общественностью Айви Ли. Его усилия помогли хоть и не вернуть любовь к магнатам, но заслужить уважение публики. Но это было потом. А в самом начале своей бизнес-карьеры Джон Рокфеллер был весьма осмотрителен и очень старался заслужить уважение как хороший специалист. Начало и развитие бизнеса. В своей жизни Джон Рокфеллер всего один раз устраивался на наемную работу. Его первым местом работы стала бухгалтерия компании Hewitt & Tuttle, где он начинал с жалких $17 в месяц. Спустя несколько месяцев его зарплата была увеличена до $25, а через год Джон уже был назначен управляющим фирмой. Его доход увеличился в 20 раз по сравнению с тем, что он получал в самом начале своей трудовой деятельности. Однако сумма, которую он стал зарабатывать, не удовлетворила амбициозного молодого человека, ведь его предыдущий руководитель получал гораздо больше. Вскоре Рокфеллер уволился, не проработав и года, и решил заняться собственным бизнесом. Однажды Джон узнал, что английский предприниматель Джон Моррис Кларк ищет компаньона с капиталом в $2000 для создания совместного бизнеса. На тот момент у Рокфеллера было только $800. Он обратился к отцу за недостающей суммой, и тот одолжил ему $1200 под 10% годовых. Это позволило Джону стать партнером в компании Кларк и Рочестер, которая занималась сбытом сельскохозяйственной продукции. Рокфеллер быстро завоевал доверие партнеров, проявив деловую интуицию и искренность. Ему было поручено вести все финансовые дела компании. Вторая половина XIX века была временем расцвета нефтяной отрасли, так как все больше людей приобретали керосиновые лампы. Рокфеллер заключил партнерство с химиком Сэмуэлем Эндрюсом. Так была образована компания Эндрюс и Кларк. Джон выкупил акции своего партнера, когда тот решил уйти из бизнеса, и стал единственным владельцем компании, которая начала фокусироваться на переработке нефти. Позже Рокфеллер создал свою компанию под названием Standard Oil, которая начала производить керосин по замкнутому циклу – от добычи нефти до ее переработки и продажи. Он внедрил новаторскую систему оплаты труда, предложив работникам зарплату в виде акций компании. Это нововведение сильно повысило мотивацию сотрудников, ведь их доход напрямую зависел от успеха компании, что, в свою очередь, вело к росту эффективности работы. Когда Рокфеллеру исполнился 31 год, его бизнес начал стремительно развиваться. Он был невероятно коммуникабельным и умел находить общий язык с нужными людьми. Благодаря его усилиям компания добилась снижения цен на перевозки железнодорожным транспортом, что сделало стоимость доставки продукции в 3 раза ниже, чем у других производителей.
Постепенно его конкуренты стали продавать ему свои компании, не выдерживая давления, и Джон стал практически единственным игроком на рынке. Однако в 1890 году сенатор Шерман предложил антимонопольный закон, целью которого было ограничение деятельности Рокфеллера. В ответ на это, на протяжении следующих 20 лет, Джон начал дробить свою компанию, пока она не разделилась на 34 маленькие фирмы. Тем не менее, он оставался владельцем контрольного пакета акций каждой из них, что позволило ему значительно увеличить свой капитал. Джон Рокфеллер оставил своим потомкам отличное наследство. Но всем известно, что деньги и власть развращают. Не они ли стали причиной того, над чем работал благотворительный фонд Рокфеллера в Бразилии? Мрачное наследие в Бразилии. Организованный Джоном Рокфеллером благотворительный фонд имени себя, а именно фонд Рокфеллера, начал свою деятельность в Бразилии во время Первой мировой войны. В этот же период бразильская элита заинтересовалась движением за общественное здравоохранение, которое в значительной степени опиралось на принципы евгеники, то есть искусственного отбора людей по исключительным признакам. По неподтвержденной информации, в 1918 году фонд способствовал созданию евгенического общества в Сан-Паулу и стал источником финансирования программ, направленных на уничтожение бедных, инвалидов и людей с африканским происхождением по всей стране. Также ходили слухи, что внук Джона Рокфеллера Дэвид, банкир и управляющий банка Chase Manhattan, публично высказал свою поддержку свержению бразильского лидера Жуана Гуларта. После признания того, что бразильская политика была неудобна для американского бизнеса, Рокфеллер присоединился к группе, которая инвестировала более 12 миллионов долларов в поддержку кандидатов на выборах в Бразилии в 1962 году. Его продолжительная поддержка антикоммунистических сил сыграла значительную роль в перевороте 1964 года, который привел к свержению Гуларта и установлению военной диктатуры. Тая ли это, неизвестно, но наводит на очень интересные размышления, не так ли? Вернемся к Джону Рокфеллеру, который продолжал ковать свой первый миллиард. Первый миллиардер. Компания Standard Oil ежегодно приносила Джону Рокфеллеру доход в размере $3 миллионов. По подсчетам экспертов, он оставил после себя $1 миллиард 400 миллионов. Ходят слухи, что на момент своей смерти он контролировал больше половины мировых нефтяных месторождений. Если перевести эту сумму в современные деньги, то она эквивалентна 318 миллиардам долларов, что составляет примерно 1,5% от общего ВВП США. В его бизнес-империи также находились 16 железнодорожных компаний, 6 сталеплавильных заводов, 6 пароходств, 9 банков и 9 компаний, занимающихся торговлей недвижимостью. Достигнув преклонного возраста, Рокфеллер, наконец, смог позволить себе роскошную жизнь, которую, впрочем, предпочитал не афишировать. В его собственности были многочисленные виллы и особняки, а также апельсиновые рощи и участок земли площадью 674,5 акра. Джон всегда увлекался гольфом, поэтому на одном из своих владений он устроил собственное поле для игры. Он всегда подчеркивал, что всем своим достижениям он обязан исключительно строгой дисциплине и принципам, которым следовал с самого начала своей карьеры. Принципы принципами, но даже в богатых семьях не всегда все бывает гладко. Еще одна темная история связана с правнуком Джона Рокфеллера, Майклом. Таинственное исчезновение наследника клана миллиардеров. Исчезновение Майкла Рокфеллера – одно из самых таинственных событий в истории семьи Рокфеллеров и современного американского общества. В 1961 году Майкл,
23-летний сын Нельсона Рокфеллера, второго внука Джона Рокфеллера, участвовал в антропологической экспедиции в Новой Гвинее. Его катамаран перевернулся. Майкл попытался добраться до берега, но больше его никто не видел. Существует несколько теорий о его судьбе, включая предположение о том, что он утонул, стал жертвой акулы или крокодила. Однако существуют также слухи и гипотезы о более мрачной версии событий. Некоторые источники утверждают, что Майкл Рокфеллер мог стать жертвой каннибализма, практикуемого несколькими племенами в Южной Новой Гвинее в то время. В 2014-м журналист Карл Хоффман в своей книге «Жестокий урожай» описал расследование, которое он провел, пытаясь разгадать судьбу Майкла Рокфеллера. Хоффман утверждал, что католические священники в регионе сообщили голландским властям о том, что жители племени Оджанепа убили и съели Майкла. Так ли это было на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Таким образом, исчезновение Майкла Рокфеллера до сих пор остается загадкой. За что же был так жестоко наказан клан Рокфеллеров? Ведь его основатель был весьма набожным человеком и много тратил на благотворительность. Благотворительность. С самого детства Джон Рокфеллер был верующим прихожанином протестантской церкви и регулярно выделял 10% от своих доходов на нужды своей общины. Он сохранил эту традицию на протяжении всей жизни, в итоге пожертвовав $100 миллионов. Помимо этого, Рокфеллер инвестировал в Чикагский университет и стал основателем Нью-Йоркского института медицинских исследований, который сам же создал. В 20 веке он учредил 2 благотворительных фонда – Совет по всеобщему образованию и Фонд Рокфеллера. Рокфеллер также выпустил несколько книг, в которых рассказывал о своей жизни и бизнесе. В 1909 вышла первая из них – «Воспоминания о людях и событиях». Через год, в 1910 он поделился своим успехом в книге «Как я заработал $500 миллионов». В 1913 году он опубликовал еще одну книгу «Мемуары», в которой рассказал о важных моментах своей биографии и поделился интересными фактами о своей деятельности. Глядя на Джона, просто диву даешься, насколько сильно захватили амбиции его потомков, которым было уже мало просто быть миллиардерами. Например, один из внуков в один прекрасный момент решил стать президентом США. Рухнувшие президентские надежды Нельсона Рокфеллера. Нельсон Рокфеллер оставил заметный след в американской политике, пройдя путь от губернатора Нью-Йорка до вице-президента при Джеральде Форде в 1974 году. Он был на посту губернатора штата на протяжении 14 лет, став одним из самых влиятельных политиков того времени. В личной жизни Рокфеллер пережил развод с первой женой в 1963, что в ту эпоху было редкостью среди политиков, особенно столь высокопоставленных. Тот же год стал поворотным моментом. Он вступил в брак с Хэппи, женщиной младше него на 18 лет, что также привлекло внимание прессы. Интересный факт. Перед свадьбой она передала на попечение своего бывшего мужа 4 детей. Это обстоятельство и сам характер брака Нельсона и Хэппи повлияли на его репутацию, особенно в контексте его неудачной попытки стать президентом в 1964 году. Рокфеллер проиграл Барри Голдуотеру в борьбе за президентский пост, а многочисленные опросы показали, что личная жизнь кандидата оказала негативное влияние на его политический имидж. Тем не менее, его карьера не была завершена этим поражением. В 1974, после нескольких лет политической активности, Рокфеллер стал вице-президентом США при Джеральде Форде. Это назначение было его самым близким шагом к президентству, но, несмотря на высокую должность,
его личная жизнь все равно оставалась предметом обсуждений. В отличие от своего внука, Джон Рокфеллер всю жизнь был предан своей жене. Брак и семья. Избранницей Джона Рокфеллера стала Лаура Селестия Спелман, преподаватель и дочь состоятельных родителей. На момент их свадьбы Джону было 25 лет. Его привлекали в Лауре ее религиозность, скромность, схожие взгляды на семейную жизнь и финансовое благополучие. Оба супруга придерживались строгой экономии и вели скромный образ жизни, не стремясь к роскоши. Рокфеллер был по-настоящему счастлив в браке. Он всегда утверждал, что именно благодаря жене добился столь большого успеха в бизнесе. Лаура стала ему не только любимой спутницей, но и верным помощником, вдохновляя его на новые достижения. От этого брака родились 4 дочери и единственный сын – Джон Рокфеллер-младший, который продолжил семейное дело. Даже будучи владельцем нефтеперерабатывающего завода в Кливленде, семья продолжала жить скромно, снимать жилье и обходиться без прислуги. После смерти жены Джон больше не женился, хотя любил проводить время в женском обществе. Теперь, в зрелом возрасте, он мог позволить себе дорогие костюмы и всегда носил соломенные шляпы, которые стали его отличительным стилевым признаком. Он часто изображался с этим головным убором на фотографиях. В воспитании детей Джон ввел оригинальный метод. Каждому ребенку предписывалось вести свою бухгалтерскую книгу, куда записывались все доходы и расходы. Он поощрял детей за труд и мог наградить их за отказ от какого-либо удовольствия. Например, если ребенок целый день обходился без конфет, он мог получить денежное вознаграждение. Сын Рокфеллера стал даже успешнее отца, увеличив доходы семьи многократно. У Джона было 5 внуков, но наибольший успех и признание пришли к 3 из них – Нельсону, Дэвиду и Уинтропу. Эти внуки сыграли важную роль в политической и экономической жизни США на протяжении долгих лет, вплоть до начала 21 века. Джон Рокфеллер всю свою жизнь стремился к 2 целям, которые так и не были достигнуты. Он мечтал прожить 100 лет и заработать $100 000. Смерть настигла его в 97 лет, а состояние на момент кончины насчитывало невероятные $192 миллиарда. Рокфеллер ушел из жизни 23 мая 1937 года, когда у него случился сердечный приступ. Изучая биографию Джона Рокфеллера, я думал, что этот человек был просто святым миллиардером. У вас наверняка сложилось такое же впечатление. А как же иначе? Богатством не кичился, занимался благотворительностью, был прекрасным семьянином. Что не скажешь, например, о Дэвиде Рокфеллере, втором знаменитом внуке богатого деда. Нефтяной марионеточник. Как известно, состояние Рокфеллеров основано на добыче нефти крупными корпорациями, такими как ExxonMobil и Chevron. По неподтвержденной информации, политический советник Дэвида Рокфеллера Генри Киссинджер, начиная с 1954 года, участвовал в большинстве значимых проектов семьи. В 1973 году Киссинджер проводил тайные манипуляции дипломатическими отношениями на Ближнем Востоке, способствуя введению нефтяного эмбарго странами ОПЕК. Ходили слухи, что нефтяной кризис 1973-74 годов был организован секретной организацией, созданной Дэвидом Рокфеллером в 1950-х годах, известной как Бильдербергская группа. В мае 1973 года Дэвид Рокфеллер и руководители крупнейших американских и британских нефтяных компаний встретились в Сальтшо-Бадене, что в Швеции, на ежегодной конференции Бильдерберга, чтобы разработать план нефтяного кризиса. Вину за это возложили на жадных арабских шейхов. Этот кризис помог стабилизировать падающий курс доллара и превратил банки с Уолл-стрит, включая Chase Manhattan Bank,
контролируемый Рокфеллером, в ведущие финансовые учреждения мира. В книге «Столетие войны» Уильяма Энгделя можно ознакомиться с конфиденциальным протоколом этой встречи, в котором описаны планы по повышению цен задолго до начала арабо-израильской войны. В 1970-х годах Киссинджер сформулировал основную стратегию Дэвида Рокфеллера следующим образом. Тот, кто контролирует нефть, контролирует государство. Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует народы. Тот, кто контролирует финансы, контролирует весь мир. Бильдербергский клуб или мировое правительство. История о Бильдербергском клубе и его предполагаемом влиянии на мировую политику окутана множеством слухов, теорий и мифов. В 1954 братья Нельсон и Дэвид Рокфеллеры действительно сыграли важную роль в основании этого закрытого сообщества, которое собирает самых влиятельных представителей мира бизнеса, политики и медиапространства вот уже более полувека. Первое собрание прошло в Нидерландах, и на нем обсуждались вопросы, связанные с политической и экономической интеграцией Европы под контролем США, что породило теорию о стремлении создать своего рода мировое правительство. Собрания клуба всегда проводились в строгой секретности, и участники обязаны были соблюдать негласные правила – никаких записей, никаких утечек информации. Среди членов клуба – известные политические лидеры, а также представители влиятельных медиаорганизаций, таких как The New York Times и Financial Times. Это усилило подозрение о том, что бильдербергцы могут быть не просто элитной социальной группой, а неким теневым правительством, которое оказывает влияние на решения мирового масштаба. Теории заговора, связанные с Бильдербергским клубом, утверждают, что его члены контролируют такие сферы, как политика, экономика, образование и даже демография, а их цель – создать единую, всемогущую глобальную власть, где будут регулироваться рождаемость, войны и даже национальная идентичность. Эти идеи получили распространение благодаря книгам и расследованиям, в которых утверждается, что клуб принимает решения, которые влияют на выборы президентов, премьер-министров и другие важные события на мировой. Семья Рокфеллеров оставила неизгладимый след в истории США и всего мира благодаря своим промышленным и политическим достижениям. Их история, наполненная как великими достижениями, так и темными сторонами, является одной из самых сложных и многослойных в американской бизнес-политической традиции. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. До скорой встречи!